Здорово-здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителями прошлого розыгрыша стали игроки Ульви сервера Ру3 и Эрихан Хантер сервера EO1. Призы я отправил вам на кладовщика кухни гурмана. Следующий розыгрыш проходит также на двух серверах, благодаря игрокам Шкиперу сервера Ру3 и снова здорово сервера EO1. Огромнейшее спасибо, ребят, вам за вещи, выделенные на розыгрыш сталкером. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно обязательно указать свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша ты узнаешь через неделю, 29 апреля. Удачи в розыгрыше! Как помнится из прошлого видео, я остановился на квесте от деда, и сегодня по-прежнему мне требовалось достать саквояж из холодильника в яме с пауками. Ребят, огромная просьба не обделять это видео комментариями и лайками, ведь трансляция максимально ужата и изложена в этом видео без потери сути, а даже в принципе и наоборот, добавилось больше разжеванного материала. К слову о трансляции, она длилась целых 18 часов, ты только подумай, почти сутки. Сказать честно, в следующий свой отпуск я хочу сделать суточную трансляцию. Ну, не то чтобы хочу, а планирую. Огромная просьба, за мои старания не поскупись лайком и комментарием, брат Сталкер. Проснувшись следующим утром на аэропорту, я выдвинулся к зловещей яме. Пройти этот квест мне удалось с третьей попытки. На самом деле я думал, что уйдет больше. Я просто-напросто пробежал к холодильнику и начал с ним взаимодействие. И хорошо, хоть взаимодействие не сбрасывается после смерти, и квест засчитывается. Если бы не так, то в одиночку я проходил бы это задание намного дольше. Забрал предметы, благополучно помер, появился на аэропорту и сдал квест деду. После деда я подошел к Карлу и прояснил некоторые нюансы по заданию от мирного. После диалога Карл послал меня в квадрат B41 для выхода на связь с водолазом. Придя на место, я попытался связаться с загадочным водолазом, но все мои попытки были тщетны. Вернувшись к Николаю Мирному ни с чем, я получаю от него следующее указание на связь с водолазом. Перед этим заданием мне нужно снова поговорить с Карлом и узнать про нестандартные способы улучшения связи с помощью артефактов. От Карла я узнаю, что для связи с водолазом теперь помимо рации мне требуется иметь при себе какие-либо артефакты группы Бета, и их у меня, к сожалению, ни одного с собой не оказалось. Бегая по аэропорту в поисках артефакта Бета, ребята из чата надоумили меня взять квест у Шепелева «Аномальная полоса». Мутный квест, конечно, но репутация и опыт лишним не будут. Один хрен я по артефактам на аэродроме бегаю. В самом же задании про эти шкафы все понятно расписано. Я не понимаю, почему у людей возникают большие трудности в выполнении этого квеста. Так как антиграф Альфа висел на моем поясе, а нашел я его в аномалии на аэропорту, я пошел проверять шкафы сразу же, и тут мне повезло. Погодные условия позволяли поместить антиграф в шкаф. Так я и поступил. Я до последнего искал артефакты на аэропорту, так как идея марафона до деревни Гурмана меня совсем не вдохновляла. Найдя подушку Бета, я решил все-таки попытаться связаться с водолазом. Пришел в первую точку и попытался наладить связь. Неудачно. Главное, что артефакт вроде как остался, и новый мне искать не придется. По дороге до второго места связи с водолазом я нашел уйму полезных артефактов, которые пригодятся мне в дальнейшем. Скажу честно, мне очень крупно повезло найти на этой дороге артефакты. На втором месте связаться с водолазом мне, к счастью, удалось, и по его информации посылка должна быть уже отправлена с минуты на минуту, о чем я с радостью сообщил мирному по рации. Слава богу, обратно бежать к нему не пришлось. Раз уж так случилось и по счастливому стечению обстоятельств я оказался на этой стороне моста, мною было принято решение сделать квест от мирного поиски странного сталкера. Для этого я отправился в окрестности Любича. И, к счастью для меня, все нужные места на карте уже были отмечены. Мне оставалось всего лишь пробежаться. Попутно, делая огромный круг по всей карте, я забежал и занес найденный в аномалии очередной антиграф Альфа Сизифу по ежедневному квесту и получил репутацию для черного рынка. На момент завершения круга в своем инвентаре я имел доброе количество артефактов. 2 антиграва Альфа, 2 подушки Альфа и 1 экран Альфа. Все это я нашел в аномалиях по дороге. Также были добрые ребята, которые просто так дарили мне вещи. И я их складировал у Сереги Челнока. И одной из подаренных вещей оказался костюм УЗК, в котором я нуждался. Цена его на доске составляла 500 тысяч. Я взял костюм со склада и отдал 500 тысяч рандомному человеку, стоящему на гурмане. Таким образом я выкупил костюм со склада, чтобы все было по-честному. Закупив медикаментов, боеприпасов, починился, почистился, подшился, я двинулся снова на аэропорт. Пробежал через хутор Сибиряка, взял респ и направился в сторону взлетной полосы. Дойдя до нее, я проверил железный шкаф. Он попросил у меня экран Альфа. Такой у меня имелся, и я поместил его в шкаф. А для второго шкафа экрана Альфа у меня не было, и бежать через ущелье ради него особо-то мне и не хотелось. К тому же, пока бы я его искал, погода просто-напросто поменялась, и этот экран уже был бы абсолютно бесполезен. И вместо этого я решил сбегать к Николаю Мирному на дамбу, сдать ему квест на поиск странного сталкера. Мирный за это задание отсыпал очень щедро, такое мне нравится. А для того, чтобы лутать в 2 раза больше опыта с заданий, вводи промокод Nixon. Он подарит тебе премиум на аккаунт бесплатно. И совсем не важно, где ты играешь. Steam, ВК или лаунчер. Промокод работает абсолютно везде. Вводи промо и лутай бесплатный премиум, пока это возможно.
К счастью для меня, погодные условия на локации изменились, и я смог поместить подушку Альфа в шкаф на взлетной полосе. С радостью доложил Шепелю о завершении задания и забрал свою награду. Спускаюсь к Карлу и беру задание «Летят самолеты у Кар», что находится слева от него. Затем разговариваю с Карлом и проясняю нужные для меня обстоятельства по этому заданию. Теперь мне нужно собрать бортовые самописцы в указанных квадратах на локации: Караван, Тунгуска и Новая Земля. Это, конечно, все хорошо, но доступ туда мне пока что закрыт. Поэтому я откладываю это задание на потом и отправляюсь к Федору Сальникову взять задание у него. На минуточку, Федор Сальников заговорит с вами только после достижения 1000 репутаций у АП Конукова. У меня такая имеется, и я беру у него задание секретной базы сбора информации. Прибежал к Рыжему, чтобы продать ненужные артефакты и заработать на этом копейку и очки торговли. Затем я на радостной волне бегу к самолету, чтобы улететь в Тунгуску, но не тут-то было. Нужно было разрешение от Шепелева, а Шепелев разрешение не дает. В общем, требуется 3000 репутаций у АП Конукова или у Омеги. Ни у тех, ни у других репутаций у меня не было, и я прям реально расстроился на тот момент, потому что я уже духом и телом собрался на Тунгуску. На этом моменте, как солнечный луч среди пасмурного неба, человек из чата посоветовал мне пройти квесты у Капюшона. На тот момент я был в смятении и поэтому даже не подумал о другом выходе из этого положения, так как был расстроен из-за отложенного полета в Тунгуску. Но спойлерну, делать квесты Капюшона было совсем не обязательно. И если бы я об этом подумал раньше, то сэкономил бы кучу времени и трансляция не длилась бы 18 часов. Но увы и ах, имеем то, что имеем сейчас. Поговорив с Капюшоном, он выдает задание «Белая смерть». После разговора с ним мне следует поговорить с дедом. Далее дед отправляет меня к Карлу. У Карла спрашивать, где Белуха, сразу не стоит. Нужно просто с ним поговорить и получить задание доза. После чего я иду к портному в квадрат А24, разговариваю с ним, получаю дозу для Карла, а также получаю координаты тайника с так называемой мукой. Вернувшись на аэропорт, я отдаю Карлу дозняк, а сам отправляюсь в затопленную церковь, тайник за крупной партией муки. Придя к затопленной деревне и разыскав там церковь, я вошел вовнутрь, обнаружил нужный мне тайник в аптечке, но забрать груз мне так и не удалось. Это было ловушкой. Возвращаюсь к Сане Портному и сообщаю ему плохую весть о том, что вы меня, твари, кинули. Санька хотел меня кинуть и отшить как полагается, но это сталкер не из робкого десятка, поэтому решил достучаться до него еще раз, но уже погрубее. Снова спрашиваю у него, где Белуха, и на этот раз получаю задание «Вежливое убеждение». Нужно убить 10 собак и 5 крыс возле дома Сани Портнова. Задание несложное, быстренько сократив популяцию местных тварей, я рассказал об этом Портному. Далее он сообщает, что для передачи товара портной Белуха встречается в здании пожарной станции, в этой же деревне, поэтому портной отправляет меня туда. После диалога я получаю задание «Интрига». Найти пожарную станцию не составило труда. Она находится выше в деревне, по левую сторону от дороги, если идти от Рыжего. Зайдя на первый этаж внутрь пожарной станции, задание обновилось. Я забрал имеющиеся документы, и в них я узнал, что Капюшон является бандитом. Надо бы это выяснить у него самого. В очередном диалоге с Капюшоном мне предстоит выбрать, поверить ему или нет. Я поверил, и думаю, что не зря. После диалога я получил задание «Сомнительная репутация». По нему требуется купить или найти 20 полных пачек антирадиационного препарата для создания лженаркотика. Слава богу, были добрые ребята на стриме, которые одолжили мне антирад на квест, а сам же лженаркотик создается автоматически при условии, если есть минимум 10 полных пачек антирада в инвентаре. Бегать к Капюшону за ним не нужно. Раздав по ссылке Татарину и Штакету, я вернулся обратно на аэропорт к Капюшону. После рассказа о проделанной теме я получил задание «Очищение огнем». Нужно было проверить места производства белой муки и сжечь их. Предполагаемые здания находились в квадратах B24, D1.3 и C4.3. Туда я и отправился. Первым делом я посетил домик возле дамбы, квадрат D1.3, но лаборатории там не было. Следующим я посетил домик за ущельем, возле котельной, квадрат C4.3. И как раз в нем я обнаружил нужную мне лабораторию по производству муки. Сжег все, что там было, и отправился с чистой совестью к Капюшону. Он меня уже ждал и по моему довольному лицу понял, что все прошло гладко. Следующим заданием был план перехвата. Для его выполнения я отправился в квадрат B1.3. Тут мне нужно было обыскать грузовик, на котором пытался сбежать Белуха. Обыскав ЗИЛ, я взял образец запрещенных веществ для предоставления их Капюшону. Вернувшись к Капюшону, отдаю ему образец и забираю свою награду. Следующее задание называлось «Внимание, розыск». Капюшон посылает меня к Панычу. Это местный лодочник, который стоит у дамбы, для того, чтобы узнать у него информацию по странному сталкеру, не проходил ли мимо него кто-то. После разговора с Панычем на карте у меня отмечается круг, в котором якобы был замечен странный курьер. Подвигаюсь туда и наказываю засранца, чтобы больше не занимался тем, чем не нужно. После расправы я получаю координаты дома, где отсиживается Белуха. Найти нужный дом мне не составило большого труда. Постучавшись в дверь, мне, естественно, никто не открыл, и пришлось найти способ проникнуть туда самостоятельно. Попытавшись проникнуть в дом самостоятельно, дверь поддалась, и внутри я увидел яро искомого мною Белуху. Жить хочется всем, это понятно.
Поэтому Белуха решил меня подкупить. Но я ему не верю, ибо нечего сталкеров травить своим ядом. Собаки — собачья жизнь. Связав негодяя, я убежал сообщить Капюшону местонахождение Белухи. Пусть сделает с ним все, что считает нужным. Репутации для открытия Тунгуски мне по-прежнему не хватало. Ни у Кунукова, ни у Омеги. А все возможные квесты и ежедневки на сегодня были уже выполнены. С кислым видом, что это конец, я пошел на Гурман для завершения трансляции. В деревне я вспомнил сержанта Горелого и его подработки на провода. Это был мой единственный шанс спасти положение, и я им воспользовался. На мое счастье, ребята со стрима поднесли мне обрезки проводов и провода в изоляции для сдачи подработок. И я с легкостью набил недостающее количество репутации. На тот момент мне всего-навсего не хватало 700 очков до открытия Тунгуски. Моей радости, конечно, не было предела. На нахуй! Омега 3110! И какого хуя я ебался с этим Капюшоном сегодня весь день, а? Все, пошлите. Пошлите выполнять Сальникова нахуй. Есть, наконец-то, наконец-то. Целый день. Ёпся я. С капюшонами. С дрыщонами, нахуй. Ну, наконец-то! Долгожданная Тунгуска открыта. От взлетной полосы я двинул в поселок Радиус, чтобы поговорить с местным проводником по заданию Сальникова секретная база. Расспросив Колю Барсука, он направляет меня к сталкеру по кличке Мухомор. Предварительно я взял 2 мухомора с собой, так как он у меня их потребует. И чтобы сэкономить время, я позаботился об этом заранее. Аркаша Мухомор сидит возле своей палатки в квадрате Е64. И как полагалось, он попросил меня найти ему 2 мухомора. Отдаю гостиниц и слушаю увлекательную историю про секретную базу. Получив координаты секретных баз, я первым делом отправился на базу Закат, так как она была ко мне ближе всего. Там делать мне ничего не нужно, просто подбежать и задание обновится само по себе. Сам же бункер находится в квадрате Г74. На обратном пути я зашел к Аркаше, а тот был под кайфом из-за своего микродозинга. И чтобы вывести его из этого состояния, мне потребовалось напичкать его активированным углем или травяной настойкой. Все равно мой путь лежал в радиус, так как нужно было прогуляться до башни Тесла. А лазить там это то еще удовольствие, рассадник мутантов и аномалий. И не взяв рез поближе, нос свой совать в те края я даже не рисковал. Придя на базу, я очень сильно разотлился от аномалий. Это просто пи***а. Я ненавижу эту ебанутую башню Тесла. Вот вообще ненавижу. Что с ней сделали? Для чего нахуй? Столько аномалий, блядь. Для чего? Ладно, нахуй, они где-то там. Тут в углу, там в углу. Так они ебаный в рот прям на проходе, нахуй. Да куда это? Ну что это за хуета, блядь? Хорошо, что у Ветра с собой был УЗК, и он по доброте душевной поделился им со мной. Я даже в УЗК с трудом просиснулся сквозь эти аномалии. С большим трудом пробирался по трубам, шел под натиском плюющихся студней в жестком передозе, не переставая колоть себя аптечками. Еще этот долбанный черно-белый экран от радиации, просто полный атас. Дойдя до нужного триггера по трубам, задание обновилось, и я просто спрыгнул вниз, чтобы не мучиться и не бежать обратно. Появился в радиусе и пошел к Аркаше. При этом я не забыл купить себе 10 пачек угля, чтобы откачать этого кайфарика. Откармливаю Аркашу углем. Затем отдаю им 2 куска сырого мяса, видимо оголодал бедолага после прихода. И по информации Аркаши, искомого сталкера звали Дерсу. И более подробную информацию о нем знает Диоген. Сидит он возле дома на крыльце в квадрате Г74, локация Караван. И вот я добрался до каравана. Казалось бы, финишная прямая, но тут произошел конкретный казус, о котором я узнал только лишь на утро. Черный лес я все же открыл, ты не переживай. Дело тут в другом. Записи стрима нету. А все потому, что YouTube не сохраняет трансляцию больше 12 часов. Но откуда мне было это знать? Я пробегал на стриме 18 часов. Те, кто там был, они помнят и подтвердят эту информацию в комментариях. Я не вру. Жаль, что запись не сохранилась. Впредь я буду пересоздавать трансляцию после 12 часов, чтобы она оставалась в записи. То, что трансляция не сохранилась, это, конечно, очень неприятно. И чтобы хоть как-то исправить ситуацию, я расскажу тебе все на словах. Придя к Диогену, я расспросил у него про базу Закат и башню Тесла. Диоген охотно поделился имеющейся информацией, и я поспешил к Сальникову на аэропорт рассказать ему все, о чем узнал. После разговора Сальников предлагает нам отправиться к сталкерам на хуторе, найти там Рому Сибиряка и поговорить с ним. Рома за информацию просит 10 медной проволоки. Отдаю ему медную проволоку, и он в свою очередь рассказывает мне о том, куда направлялся Дерсу. Следующее задание — поговорить с ништяком.
Стоит он у водонапорной башни на локации аэропорт в квадрате Т-33 в затопленной деревне. Но прежде чем бежать к ништяку, я сначала обменял 3 бутылки самогона на сырое мясо у деда на самом аэропорту. Это тот, для которого мы в начале стрима забирали сверток из логова пауков. Выменив 3 бутылки самогона, я отправился к ништяку. Поговорил с ним, получил задание самогон для ништяка. Отдал ему сразу 3 бутылки самогона, так как они у меня уже были с собой, и получил задание отправиться на караван. Иду я туда для того, чтобы расспросить местного проводника кожаного чулка о Дерсу. Возвращаюсь я на Тунгуску, иду до поселка Радиус, затем иду к егерю в квадрат Б82, перехожу от него на другой конец каравана и разговариваю с чулком насчет Дерсу. Чулок отправляет меня снова к Диогену. И я в целях экономии времени и сил выхожу снова на Тунгуску. Бегу в Радиус и через Колю Берсука перехожу снова на караван. Добегаю до Диогена, разговариваю с ним и наконец-то получаю задание путешествия на болото. К тому времени я уже дико устал, вы бы знали. Мы с Никитосом бежим на болото в квадрат АИ-31, отстреливаем местных верлёк, я быстро шмонаю труп Дерсу и с чувством выполненным долгом мы откисаем. Ты думаешь, это все? Не тут-то было. Возвращаюсь к Сальнику на аэропорт, сообщаю о найденном трупе, и Сальников посылает меня на караван в логово непробиваемого в квадрат Т-24. В логове мне надо найти записку. Лежит она в середине в кучке металлолома. Найти записку несложно. Взяв записку, я побежал отдавать ее Сальникову. И да, это конец нашим мучениям. После того, как я отдал записку Сальникову, мне стало доступно задание «Следы в черном лесу». Это-то мне и нужно. С этим заданием лодочник Паныч, который стоит на локации аэропорт в квадрате Д-1-4 на дамбе, пускает меня в черный лес за 500 тысяч рублей. Слава богу, это закончилось. Работа с такой длинной трансляцией оказалась очень сложной. В итоге я открыл 2 локации, Тунгуска и Черный лес, имея всего 50 уровень своего персонажа и абсолютно простое снаряжение, которое может позволить себе каждый новичок. Пистолет-пулемет ППШ и бронежилет 6Б2. Открыл обе локации за 18 часов, но можно было бы быстрее, если бы я не тратил кучу времени на квест от Капюшона. И вот очень многие мне до этого писали в комментариях. Якобы эти локации очень сложно открыть, почти что невозможно. Вот вам живой пример этому. Да, попотеть придется, но возможно же. Просто надо понимать, что и как делать. А для того, чтобы это понимание было у каждого, я и веду свой канал. Стараюсь для вас, делюсь информацией, трачу кучу времени и большие силы. Я-то это и так знаю. Братишка, я очень тебя прошу, подпишись на канал, если до сих пор этого не сделал, и напиши комментарий. Я ведь очень старался над этим видео. Мне будет приятно читать твой комментарий и видеть, что ты об этом думаешь. Спасибо за просмотр. Очень надеюсь на твою поддержку. Обнял-поднял, на место поставил. Увидимся в зоне, сталкер. Ну, удачной охоты, сталкер.